остальных. Конечно, это уже давным-давно не Джимми, Ача, живее, эмоциональнее. Чем умнее человек, тем примитивнее те фильмы, которые он смотрит. А вы, говорит, русские слишком хорошо живете. Я говорю, почему? Вы идете в кино страдать. А индийский зритель, он бедно живет, он трудно живет, и он идет в кино быть счастливым. Почему больше не танцуют? Почему появились сплошные шпионы? В Индии основной зритель кино – это мужчина. Вы традиционалист в этом плане. Я абсолютно консервативный человек. Индия и Китай могут друг друга смотреть и не нуждаться в остальном мире. Вы пытаетесь это сделать легально, и это невыгодно системе. Им дают голливудские студии. Ну, это да. То есть все это время никто никуда, как я говорю, не уходил. Если в индийском кино один человек побил троих, говорит, ой, индийцы, господи. Неужели что-то меняется в головах? То есть, когда там Антон Долин пишет, ну это все днище, когда они в конце начинают танцевать это Джимми, Ача, а я вижу, что, господи, у людей хорошо с самоиронией. Добрый день. Сегодня в студии с сердитым пряником Карен Мирзаян, совладелец и генеральный продюсер компании Indian Films. Ну, как вы понимаете, из названия компании явствует, что сегодня нам предстоит разговор про Джимми, Ача или что-то более серьезное, Карен. Сегодня индийское кино – это вообще танцы и обниманцы, или это что-то более такое солидное? Здравствуйте, Алексей, здравствуйте все. В первую очередь хочу вас поблагодарить за то, что вы пригласили сегодня меня, за то, что вы обратили внимание на наше кино. И спасибо за этот вопрос, потому что я-то точно знаю, что вы лично ответ на него знаете, но хотелось бы его донести до всех остальных. Конечно, это уже давным-давно не Джимми, Ача. И, собственно говоря, одна из моих, давайте назовем это громким словом, миссий заключается в том, чтобы донести до российского зрителя, потому что другие зрители об этом знают, до российского зрителя, что индийское кино – это уже очень давно не Джимми, очень давно не Зита и Гита, и в общем-то, многое из этого кино, из этого контента, наверное, даст фору Голливуду. Подайте еды. Равана, я уже иду. Я иду уничтожить тебя и все твои 10 голов. Я иду, чтобы забрать свою Джанаки. Я иду, чтобы восстановить справедливость. Бейтесь за себя. Бейтесь за день, когда нечестивцы содрогнутся от одной только мысли причинить вред хоть одной женщине. До отсохнут их руки. Готовы? Готовы! Так идите же и пронзите сердца врагов шафрановым флагом победы истины. Ты можешь пойти со мной. Равана посмел украсть меня. Джанаки вернется назад, только если Ракхав придет за ней. А он придет. Да здравствует победа! В невероятной битве, какой не видел мир. Продюсер Омраут и другие. Я Ракхав из династии Кшваку. Вынужден позволить Брахмастре пронзить твое сердце. Адипуруш. 10 голов одолеют 10 Ракхавов. Как бы ни изощрялось зло, победит всегда истина. Режиссер Омраут.
Ну, давайте сразу я тогда поставлю вопрос ребром. Мы все знаем, что в Индии огромное количество всяких вудов, там Болливуд, Толливуд, Калкавуд, это все разные регионы. Но давайте я сразу задам вопрос. Да, они производят несколько тысяч часов, не часов, а тайтлов, если можно так выразиться, наименований в год. Это самые крупные производители в мире. Но о чем они снимают все это дело? О чем? Да. Неисчерпаемая тема. На самом деле, действительно, в Индии снимается около, по некоторым данным, и более 2000 картин в год. Это мы сериал не считаем, да? Это мы сериал не считаем, мы считаем художественное кино. И мало того, что они о чем-то их снимают, ведь все эти фильмы показывают, более того, все эти фильмы смотрят. Наверное, когда у тебя 1,5 миллиарда зрителей, преувеличено, 1 499 000 000, да, зрителей, можно себе Когда позволить. еще миллион родится? Что делать будем? Надо будет делать уже 3000 единиц контента, я думаю. То есть, потом мы еще добавим им российского контента, пусть их будет больше, пусть они смотрят. Они любят кино, в Индии кино это действительно, как один из героев замечательного советского фильма сказал, что кино это важнейшее из искусств. Да? Вот в Индии это важнейшее из искусств, главнейшее из искусств. Во-первых, доступнейшее, наверное, в первую очередь из искусств. И кино любят там. А почему очень сильно. доступнейшее? Потому что театр стоит дорого. Собственно, у нас также, оно тоже доступнейшее. Ну, сейчас же, например, очень многие индийские платформы, крупные платформы, они предлагают вместе, например, с... покупаете мобильный телефон, у вас сразу доступ к огромному количеству сериалов. Сериалов, все правильно, но это тоже кино. И оно все равно является важнейшим из искусств. Это не меняет моего посыла. Вопрос в том, что индийцы любят большой экран, индийцы любят, если вы когда-нибудь были или будете... Бывали на показах индийского кино в Индии, да и в России, то вы, наверное, увидите, как люди не просто сидят, смотрят в экран и кушают попкорн. Они танцуют, они веселятся, они кричат, они... Я иногда жалею, что наши так не смотрят кино, потому что вообще кино-то, оно, как и опера, как и балет, это все не те искусства, которые надо сидеть, вцепившись в стол и смотреть. Ну, видите как, это насаждение, наверное, Голливуда. То есть, сегодня у меня позже будет как раз встреча, где мы будем обсуждать и сравнивать Голливуд с Болливудом. И вот один из постулатов заключается в том, что индийское кино, оно живее, эмоциональнее и совершенно по-другому построено. Голливуд заставил нас сидеть, смотреть, искать какую-то там философскую истину во всем подряд. В Индии она тоже есть, только ее не нужно очень долго искать. Ее тебе, она тебе должна быть понятна. Хотя это есть зритель примитивнее или просто такие вкусы у зрителя? Вкусы такие у зрителя, потому что зритель не примитивнее, потому что, знаете, искусство можно же бесконечно усложнять. Что это даст? То, что оно будет понятно, оно станет авангардом, оно станет каким-то кино не для всех, да? Ведь это моя личная, наверное, точка зрения, хотя там наверняка найдутся люди, которые ее разделят, что вот этими усложнениями сюжетов, усложнениями художественного кино Голливуд приблизил мейнстрим к авангарду. К кино, то есть кино не для всех стало... Фильм «Кино для всех», что называется. Я слышал одну очень крамольную мысль, точнее, где один из когнитивистов, психологов говорит следующее. По-моему, если я не ошибаюсь, я не боюсь ошибиться. Мысль звучала точно следующим образом. Чем умнее человек, тем примитивнее те фильмы, которые он смотрит. Потому что он погружается в другой мир. По сути дела, Голливуд делает фильмы, чтобы занять мозги чем-нибудь. Это такой фитнес для ума, получается. Возможно. Но давайте так, да, какая высшая цель искусства? Делать человека умнее или делать человека лучше? Делать человека счастливее. Счастливее.
лучше и счастливее. А будет ли Насчет делать... лучше не знаю. Дело в том, что это вообще, давайте, как бы это философский вопрос такой. Значит ли лучше счастливее, но счастливее точно. Счастливее точно. Я помню ответ на этот вопрос, который мне тоже, кстати, сказал один индийский режиссер, когда я был на кинофестивале в Гоа, там он мне сказал: вы, говорит, русские слишком хорошо живете. Я говорю: почему? А потому что, понимаете, вы идете в кино страдать. А индийский зритель, он бедно живет, он трудно живет, и он идет в кино быть счастливым. Это Нас так? приучили ходить в кино, страдать. Это так, это действительно так. Нас приучили ходить в кино, страдать. Нам почему-то нам внушили стереотип, что если мы не пойдем в кино страдать, мы не прослывем умными. Хотя, опять же, возвращаясь, я очень люблю... Блин, мне бальзам надо, что вы сейчас говорите просто. Я очень люблю советское кино, потому что это чистое искусство. И помните, у Захарова в Мюнхгаузене фразу улыбайтесь, господа. Серьезное лицо – это еще не признак ума. Вот нам внушили, что серьезное лицо – это признак ума. Но это ведь не так. И когда мы смотрели советское кино, и советский человек ходил и видел на экране, скажем, сантехника Афоню, такого же, как он или его сосед, значимого при этом человека, ему это помогало жить. Но когда в современном кино кассир из банка приходит в кино и видит, что такой же кассир из банка, как он, почему-то гоняет по Москве в роскошном кабриолете в двухэтажную квартиру, приходит, ему непонятно, что, кто он, непонятно. И поэтому я считаю, что да, это хорошее кино. Хорошее кино должно быть простым. Усложнить его, как и хорошая картина. Да? Ну, есть место для черного квадрата в искусстве, есть. Но если мы говорим о большинстве людей, то, наверное, интереснее посмотреть «Девятый вал», посмотреть на эту живую волну, чем на просто черный квадрат и искать в нем что-то. До черного квадрата надо еще дойти. А много ли дошли? Карен, у меня тогда вопрос. Вы много-много лет, даже я бы сказал, десятилетия работаете с индийским кино. Слушайте, а в индийском кино вообще черные квадраты бывали? Да, там есть черные квадраты, там есть, знаете, там даже, и это неизбежно, потому что когда в год производится более 2000 единиц контента, среди них появляются и черные квадраты, и желтые параллелепипеды, и даже еще сложнее какие-то фигуры, и не только геометрические. Кто-то ударяется сильно в мифологию, кто-то ударяется в какие-то культурные, очень-очень-очень глубокие традиции какого-то определенного этноса, народа, который там населяет юг Индии, например. Да? Есть и глубокие фильмы, есть и фильмы, которые невозможно смотреть. И, скажем, вот мы очень похожи. Я всегда говорил, что ментально мы очень похожи с индейцами. Я имею в виду русские. Говоря русский, я имею в виду всех нас, выходцев из Советского Союза, кто живет, кто разделяет наш ментальный код. Очень похожи. За исключением каких-то традиционалистских, очень глубоких вещей, ну и, соответственно... у нас тоже есть люди, которые там типа запрещают этим в свои магазины гомосексуалистам вход, продают там хлеб за 8 тысяч рублей. Это все бывает. Это прекрасно, но у нас нету, допустим, общества, в котором кому-то нельзя пожимать руку, потому что это есть определенная кастовость, как вариант, как одно из... Есть какие-то вещи, которые, они прям кардинально разные. Во всем остальном очень похожи. И вот если мы углубляемся вот в это кино не для всех индийцев, то оно даже не для индийцев, не для всех. Для наших оно вообще не для кого. Поэтому есть такое кино, мы его не культивируем, не приводим. А вот насколько я знаю, в Индии сегодня очень популярны боевики в выдуманных шпионских вселенных. Это что за феномен? Почему больше не танцуют? Почему появились сплошные шпионы? Почему появились многие другие вещи? В тройке фильмов, там из них 2 фильма, это которые вот из этой выдуманной вселенной... Экшен. Почему?
Что изменилось в менталитете индийского зрителя? Я бы не сказал, что что-то изменилось. Всегда в индийском кино было, ну, скажем так, последние много лет был смещен акцент на экшен. Почему? Потому что, Политический экшен хуже, это политизированные фильмы. объясню, потому что у нас, в частности, кто у нас ведет в кино семью? Мама. Девушка ведет парня. У нас основной зритель кино – это женщины, девушки. В Индии основной зритель кино – это мужчины. Опа, вот это для меня совершенно полное открытие, то есть акценты, совершенно другие акценты при подаче, то есть в Индию, и я в данном случае это скажу и для наших дистрибуторов, которые у меня являются подписчиками канала, в Индию надо идти с мужским кино, я правильно Абсолютно понимаю? точно. В Индии, вот у нас считается, что основной драйвер похода в кино – это мальчик отвел девочку, папа взял маму, детей повел. Папа взял, но ради них. Там все наоборот. Там мужчина идет в кино, женщина идет с ним. И основная целевая аудитория. Поэтому абсолютно точно туда, если вести кино, то это только мужское кино. Не так, не только мужское. Мужское точнее будет там работать. И поэтому в последнее время студии идут, а мы всегда, производители кино идут от запроса целевой аудитории, от запроса рынка. Поэтому это экшены, поэтому это какие-то там очень много драк, очень много стрельбы и же с ним. Поэтому это... Тестостероновые такие. Конечно, запрос на геройство. Вот запрос на героев. И... Я смотрел это несколько последних фильмов, которые выходили индийские благодаря вам. Это и пиратские фильмы. Это, в общем-то, это роскошно снятые вещи, но их смотреть приятно было мне. Собственно, я это смотрел, как, извините, есть у меня слабость, люблю футбол посмотреть. Вот индийский фильм смотрел прям как футбол такой, как качественный, с драйвом таким. У меня дети их смотрят. Дети, которые, скажем так, советское кино, они у меня смотрят, но советское кино они смотрят под гнетом. Из вежливости смотрят. Из вежливости, из-под палки. Ну, из вежливости, преимущественно палка, это условно, конечно, понятно. Они смотрят. Почему? Потому что, во-первых, просто. Во-вторых, понятно. Вот мне, взрослому человеку, понятно, кто плохой, кто хороший. И я-то могу анализировать, и у меня часто вызывает в кино недопонимание, почему плохой антигерой подается таким образом, что зритель в какой-то момент должен ему сопереживать. Что происходит? Ну, это у нас национальная традиция такая. Мы любим обаятельных сволочей. Это у нас... Это мое мнение. Я понимаю, что оно выбесит большую часть зрительской и женской аудитории моего канала. Но у нас в России в кино женщины любят обаятельных сукиных детей. Это, в принципе, национальная такая черта. Да, но это не наша черта. Это не мы придумали. Это не мы внедрили. Это та самая школа Голливуда, которая говорит, что да, он плохой, но давайте подумаем, где корень этого плохого. Индийцы не думают, где корень плохого. Индийцы говорят, он плохой, он хороший. Если он плохой, он абсолютно плохой. То есть это прям вот абсолютное зло. Это концентрация зла. И добро его побеждает. И добро его побеждает не тем, что оно его перевоспитывает, оно его, я не знаю, сажает в тюрьму, где его плохо кормят. Нет, оно его физически уничтожает. И тогда у зрителя, который уже где-то там к середине фильма испытывает чистую ненависть к этому злу, неприязнь, у зрителя происходит торжество, что это абсолютное зло наказано. Не, Карен, ну получается как? У нас очень любят говорить кинематографисты, что зритель должен быть погружен в сюжет, что... А ведь когда мы с самого начала понимаем, что здесь плохой, здесь хороший... Слушайте, скучно же будет смотреть-то. Я вот, скажем так, даже хочется сюжетного чуда, сюжетного поворота какого-то. Вы знаете, почему вам хочется сюжетного чуда? Потому что я предполагаю, что вы посмотрели очень много кино. Ну, это да, грешен. А если вы посмотрели очень много традиционного искусства, картин, книг, то в какое-то время человеку это, естественно, наступает насыщение обычным, и он переходит к необычному. И знаете, у меня была такая история очень много лет назад. Я тогда впервые попал в Музей современного искусства на винзаводе.
Я смотрел на эту всю историю, и, наверное, у меня не вызвало это такого антагонизма, если я бы не увидел, кто там ходит. А в абсолютном большинстве это были абсолютно молодые люди. 18-20. Я посмотрю на этих людей, и я понимаю, что эти ребята, они не были в Третьяковке, большинство из них. Они не были нигде. Из того, где-то уже побывали в одном-двух местах. То есть в Третьяковке не были, сразу на винзавод рванули. Ввиду того, что это модно, и это даст, как мы только что говорили, да, даст возможность прослыть умным, идут туда. И вот тут уже это начинает вызывать антагонизм. То есть, ребят, прекрасно, что вы в гарем там немытой посуды видите красоту. Но давайте мы сначала разберемся с красотой в Шишкином лесу, я не знаю, да? Давайте мы сначала То есть вы традиционалист в этом плане? Я абсолютно консервативный человек. Именно в плане подхода к искусству. Да, прям вот конкретный, да, прям максимальный традиционалист. И поэтому, возвращаясь к сюжетам фильмов, и это уже, наверное, там... я всегда во всем добавляю, что это мое личное, конечно, мнение, но вот мое личное мнение, что если взять даже шедевры там голливудского кино прошлого, например, века, и взять лучшие там фильмы, то мы все из них увидим, что они простые. 100 из 100. Слушай, у меня тогда вопрос будет. Скажите, а вот из того, что сейчас предлагается на рынке индийского кино, что бы вы назвали бы как примеры такого вот, за что не стыдно? Я понимаю, вы с ними работаете, вы в этом плане очень прихотливый человек, не совсем обычный, с коммерческим подходом. Вы все-таки, знаете, обычно там не копаются у нас, там берут блокбастер американский, обрабатывают его, как я это называю, ошкуривают его немножечко локализацией, выкидывают на рынок, и все хорошо. А вы фильмы отбираете. Вот что вы отобрали на 25-й год, на 24-й год, что у вас было, смотрите, я прям даже готовился к такому вопросу, не знаю, будет я он прям или его нет. не готовил, вот честно могу сказать, это был не договорняк. Вы знаете, на самом деле у нас разный подход, так как у нас, скажем, несколько человек, принимающих решения по выбору картин, и каждый со своим, что называется, взглядом. Поэтому Вы деретесь периодически? мы периодически деремся, однозначно, абсолютно. И в этом, наверное, наше преимущество, что мы можем себе позволить подраться друг с другом и с пеной у рта доказать, что нет, вот это, наверное, лучше, да? Поэтому у нас были совершенно разные картины в прошлом году. Это и на злобу дня, что называется, попробовать дать российскому зрителю что-то, к чему он привык, к чему он был приучен за прошедшие 20 лет. Какие-то блокбастеры, какие-то экшн-истории, шпионские... Мужскому зрителю российскому. Кто у вас целевая? Да, нет, все-таки тут... У нас же в кино ходят женщины, у нас же, получается, вы только что сами сказали... Да, мы на разную аудиторию ориентировались, поэтому у нас... В прошлом году у нас был и фильм «Истребитель». Это действительно мужская история про суперасов из индийских ВВС. Кстати говоря, которые мы с вами знаем, кто создал, да, индийский ВВС в свое время, конечно же. Это и такие фильмы, которые мотивационные картины, которые мне лично очень нравятся. Это и «Боец», и «Чанду Чемпион». «Чанду Чемпион» — это вообще история ветерана, который стал инвалидом. Это реальная история, который после этого стал чемпионом Паралимпийских игр. Потрясная история была, и она еще продолжается, и, возможно, она будет еще выпущена в русском дубляже. Этот фильм называется «Шрикант». Это история Шриканта Бола, реальная история мальчика, который родился в бедной фермерской семье в деревне, абсолютно слепым. И на тот момент в Индии слепой человек мог рассчитывать только на одно – всю жизнь просить милостыню. А Шрикант Бола стал первым студентом, слепым студентом в Массачусетс. MIT. Первым слепым студентом. Первым слепым студентом в Индийском университете, его тогда не принимали.
Несмотря на то, что в Америке ему предлагали прекрасную работу и хороший доход, но он вернулся в Индию продолжать борьбу за права таких, как он. И на сегодняшний день этот человек в первой тридцатке, по-моему, Forbes India, владелец Bola Industries, производитель много чего. Фабрикант. Потрясающе. Потрясающая история реально живущего человека, живущего среди нас сегодня. В прошлом году у него дочь родилась, у реального Шриканта Бола. Очередная или первая? Нет, первая. Вот Он достаточно молодой человек еще. Ему около 40, что-то такое. Вот. Это вот то, что в прошлом году из прям таких ярких вещей. Ну и, конечно же, у нас в 23-м году во всем мире имел успех фильм «Пушпа». Угу. Это южноиндийская история. Толливуд, тот самый, тамильский. Это тот самый тамильский Толливуд, откуда мы привозили главных актеров в Россию на наш фестиваль. Приезжал в Москву Аллу Арджун, приезжала Рашмика Мандана, приезжали режиссер, композитор, вся группа, которые остались в восторге от России. То есть они приехали на 4 дня, на 5 дней они приехали. И зависли на сколько? Аллу остался 2 недели в Москве. Ну, я так и думал. Я так и думал, что этим все кончилось. Друзей кончилось. позвал к себе. А это актер, гонорар которого там достигает миллиардов рупий за 2 фильма. Чтобы понимали, рупия практически 1 к 1 Она дороже рубля. Чуть-чуть дороже рубля. Она даже дороже рубля. То есть гонорар этого актера за один фильм исчисляется миллиардами. Рублей. Да. И у него очень востребован. Он остался в России, он был в восторге от России. Он попросил, чтобы ему переложили определенные там его съемочные истории, и он остался еще. Вот. А в этом году, то есть в 2024 году в конце вышла 2-я часть этого фильма, которая оказалась еще более успешной, чем первая. Там, если я не ошибаюсь, в первый день было собрано что-то около 9 миллиардов. Ну, рупий, конечно, но в первый день. 9 миллиардов рублей, 10 миллиардов рублей в первый день проката? Да. Неплохо. Это в Индии? Это нет, это... Или worldwide, по всему миру? Ну, worldwide, да, но без Китая. Я понимаю, очень но важно, у меня вот к вам вопрос, кстати. Я все время обращал внимание, что индийское кино сегодня приняло ту модель, которая мне больше нравится как раз в прокате. Это у нас тут больше любят делать кино для российского рынка, для российского зрителя. А вот индийцы сразу делают мировые премьеры. Это так? Да, индийцы делают мировые премьеры. Это связано с тем, что у них по всему миру люди, или что они сразу проецируют себя на весь мир? Нет, ну, во-первых, это диаспора есть во всем мире индийская, а во-вторых, они действительно пользуются популярностью не только у индийцев, и, наверное, только у нас в России достаточно тяжело выводим мы в рынок индийское кино, и сейчас объясню почему. Прям сняли с языка вопрос. Да, заметил отдельно про Китай. Почему? Потому что Китай у нас генерит кассу примерно равную Индии в индийском кино. Китай обожают индийское кино, и оно там самый кассовый фильм до недавнего времени был «Дангал», у которого 40-50% сборов это был Китай. То есть 2 страны, Индия и Китай, могут друг друга смотреть и не нуждаться в остальном вообще, мире. в принципе, Просто вообще 3 миллиарда человек смотрят друг друга, и у них все хорошо. Теперь, что касается нас. Зритель, а мы исходим из того, что цифровые площадки, телевизионные каналы показывают свою статистику, и условно фильм «Арарар» на телеканале СТС в прошлый, много раз об этом говорили, прошлый Новый год собрал аудиторию, когда бы то ни было превышающую у любого фильма. И то есть мы понимаем, что зрителю это нравится. То же самое происходит на площадках. У нас, наверное, Вы имеете в виду «Рядом ревет революция»? Вот это? «Арарар», да. У нас, наверное, единственная в мире страна, где пираты дублируют индийское кино. Пираты за свой счет это делают.
потому что есть востребованность. Но у нас есть кинотеатры, которые настолько глубоко повязли в Голливуде, что вот это люди, до которых нужно донести это. Сложнее всего донести. Вы это где-то в голове блок, что ли, что вот есть свет в окошке только Голливуд, а все остальные могут идти лесом. Я правильно понимаю? Да. Причем даже и французское кино, немецкое кино, нет ничего лучше, чем Голливуд, и пойдите в Нет пень. ничего лучше. Понятно, что там российское кино мы вынуждены брать, потому что это большие прокатные компании, которые нам Именно потом вынуждены не дадут. страдать. Да. Вынуждены. А в итоге, исходя из того, что Голливуд никуда не ушел, как мы с вами знаем, да, из российского Он рынка. отошел на расстояние немножко, но не ушел. А я даже не могу сказать, что он отошел. Он сделал доступ к голливудскому кино кинотеатрам гораздо проще. Ну, мы с вами прекрасно знаем, что все эти 3 года во всех кинотеатрах страны, ну, почти во всех, кроме там крупных сетей, голливудское кино крутится. Это мы с вами знаем, но большинство наших зрителей, как раз для вас, это, возможно, новость. Что дело в том, что Голливуд никуда от нас не уходил. Существовали так называемые серые, я правильно говорю, схемы его показа. То нам показывали короткометражку про воду, к которой прицеплялась Оппенгеймер, или что-то еще, правильно? Каждую неделю это происходит. Во всех, кроме там крупных сетей, прокатывают голливудское кино, причем для кинотеатров это стало выгоднее, потому что если раньше они должны были 50% сборов отдать дистрибьютору, то сейчас они просто платят за одну единицу. Они работают в режиме видеосалона, по сути. Да, и все, что они собирают, они оставляют себе. Ну. А те ребята, которые им предоставляют эти фильмы, они им предоставляют их в отличном качестве, с прекрасным дубляжом, а мы с вами знаем, что для того, чтобы на чем эти ребята зарабатывают тогда? Они продают. То есть тупо продают право на показ. Они продают... Я же говорю, видеосалон, по Да, сути. видеосалон. Они продают на зал, на каждый зал да. по фильму. Мы с инициативами сейчас и готовились, и готовимся выходить, и потому что на уровне правительства. Почему? Потому что, во-первых, это пиратство, которое порождает беззаконие, оно порождает беззаконие, это понятно. Во-вторых, там контент, который не получает никакого прокатного удостоверения, то есть никто не проверяет, можно ли это показывать. То есть я могу показать глубокую глотку любую, там, хоть порнуху, хоть что Вы можете угодно. показать порнуху, и на нее пойдут дети, потому что прокатное удостоверение на этот фильм не Прокатное получается. удостоверение не надо. А как? Это же пиратка. Так, получается, вы играете честно, вы импортируете легально, допустим, индийское, китайское, иранское кино, арабское, вы пытаетесь это сделать легально, и это невыгодно системе? Потому что мы тут придумываем, что зритель не хочет идти. Нет, зритель знаете, тут вздыхают. Да, не идет у нас зритель на... А давайте я вам приведу аналог, только я сначала закончу с ребятами, которые эти фильмы голливудские привозят. Ага. Мы с вами знаем, что для того, чтобы продублировать фильм, нужны определенные материалы. Там исходники звука. Да, конечно. То есть кто-то им дает их. Ну да, они откуда-то берутся, дорожка минусовка берется откуда-то берутся. Они их не скачивают из интернета. Им дают голливудские студии Это да. материалы, чтобы они перевели их на русский язык, чтобы не уходить. То есть все это время никто никуда, как я говорю, не уходил. Да, они порезали свои доходы, они дали заработать вот этим ребятам, которые делают пиратские... Прикормили их, по сути. Прикормили. Но оставились... Не потеряли зрителя. Почему? Потому что у них есть понятие soft power. Когда мы разговаривали с индийцами о том, что, ребята, а может быть вы начнете вкладывать большие деньги в маркетинг России, они говорят, зачем? Нам не нужен soft power. У нас нет задачи сделать русских индийцами. У американцев была задача сделать русских американцев, а у нас нет такой задачи. Мы друзья. У нас, у нас нет такого подхода. Это вот что касается... Да, от китайцев я тоже это слышал, да. А что касается, мы говорили, что зритель, не хочет. Давайте мы с вами представим, что автосалоны 3 года назад в параллельный импорт покупают BMW, Mercedes, но при этом у себя в салоне не выставляют китайские автомобили. Естественно, покупатель будет... И более того, еще и будет позиционировать, что да, они ненадежные, поэтому их не покупаем. Да? Но когда автосалоны
начали просто снимать вывески и переставлять вывески на другие, половина страны пересела, если не больше, пересела на китайские автомобили. И 90% из этой половины сели, завели и поняли, что это качественно. Это ничуть не хуже. Это нормально. Это что значит? Это У значит, меня что... 20% аудитории мужская аудитория у канала, поэтому если они вдруг в комментах начнут в вас кидать Пожалуйста. всякими овощами, вы уж не обижайтесь. А пожалуйста, вы давайте покидаемся чем угодно, но давайте мы посмотрим, выйдем с вами на улицу и поймем, что очень многие партии, а я вам ответственно заявляю, что очень много, скажем, людей из тех, кого я лично знаю, люди, которые могут себе позволить крайне элитные автомобили, даже они пересаживаются, им нравится. Им нравится. Но сейчас даже не об этом. Сейчас, ну, хорошо, давайте, не покупают, но салоны же почему-то как-то работают все. Давайте просто возьмем, откроем интернет и поймем официальные дистрибьюторы, чего в России есть. Китайских автомобилей. Покупают? Покупают. То, что сейчас где-то какие-то продажи упали, это сейчас я об этом. Нет, ну а в кино-то как это стыкуется? Извините, Карин, я просто автомобиль – это классная тема, я возвращаюсь в кино. Но если продавец не выкладывает на витрину товар, то он всегда будет говорить, что покупатель его не хочет. Это я возвращаюсь к тому, что кинотеатры считают, что зритель не хочет. Вы же не хотите устрицы, Карен? Мы их не видим в магазинах, мы их не хотим. Не хотим. А если у меня, когда кинотеатр, грубо говоря, не хочет поставить индийское кино, там, не знаю, 3 сеансами в день, например, я уже не говорю больше, 3 сеансами в день, и зритель, он вот смотрит, что у него через час будет это самое индийское кино в ближайшем кинотеатре, но он не успевает, а следующий сеанс будет в другом конце Москвы, конечно, он не поедет. Ну, ему нужно фантастически хотеть попасть именно на этот фильм. А он даже не знает, что это такое пока. Ему интересно пойти и попробовать на вкус, что это. Но он не может. Поэтому тут все-таки проблема не в Почему зрителе. телеканал не берут? Берут. Берут. Да, телеканалы берут. И запрашивают. А платформы? И платформы берут. То есть они берут? Конечно. То есть здесь работать может корейская модель, когда корейцы свои дорамы продвигали через формирование здесь сообществ зрительских, которые очень хотят видеть то или иное кино. Также аниме заходило, корейское кино. Кстати, так по этому пути не пошли, поэтому китайского кино у нас как такового нет. Но почему и индийское кино нельзя так продвигать? Понимаете, китайское, оно в кино именно, оно сильно другое. То есть Ну, это да. индийское тоже другое, но китайское, оно очень-очень сильно другое. Поэтому, то есть, разобраться в китайском кино российскому зрителю сильно сложнее, чем в индийском. Ну, там и не ставится задача, чтобы упростить кино, потому что как раз Китай пошел по пути позднесоветской школы усложнения смысловой нагрузки фильмов. Это да. А вот индийское кино пошло по раннесоветскому принципу, скажем так, кубанских казаков, которые, наоборот, упрощение смысловой нагрузки. Да, да. Поэтому, если мы дадим это кино зрителю, зритель пойдет на него, и зритель будет в восторге. Зритель будет доволен, потому что очень много кино, которое, еще раз говорю, как на самом начале разговора говорил, которое еще даст фору Голливуду. Да, Голливуду дать фору не так уж сложно, потому что... Ну, Это почему это? Потому что что такое голливудское кино? Голливудское кино, это, ну, опять же, мое сугубо личное мнение, это 90% маркетинг. Ну, это да, очень много прокачки говорят, что с Голливудом работают просто, вам дают фильм, вам дают вот такую пачку маркетинговых материалов, все свободно. Ну, еще плюс они везде говорят, что, ну, смотрите, с хорошей рекламой, с большим маркетинговым бюджетом, наверное, продать можно все что угодно. Да. А если у тебя еще и хорошая там креативная группа, то все что угодно можно продать. То есть, когда эти ребята продают одинаковые телефоны, но уже дороже каждый год, да, мы же понимаем, что это маркетинг, что вот это устройство, оно точно такое же, чуть-чуть. Ну, чуть-чуть. Ну, уголки закругленные. Уголки закругленные. А поэтому они продают абсолютно любой фильм. Если всмотреться в фильм, как вы знаете, я сижу и смотрю фильм про Джеймса Бонда, например, и я понимаю, что стоит герой,
в метре от него, в 2, стоит антигерой с автоматическим оружием, автоматом, стреляет в него, тот падает и крутится, падает в реку, там где-то всплывает и плывет дальше живой. И при этом все говорят: Бонд, Джеймс Бонд. Если в индийском кино один человек побил 3, говорит: ой, индийцы, господи. Это Опять- индийское кино, господи, опять мы они не за можем. свое, да. Тут один человек может уничтожить полк солдат, но это другое. Это Голливуд. Хотя драки, откровенно говоря, у индийцев поставлены лучше. Ну, школа постановки Гораздо. драк у них изначально была лучше. Гораздо красивее, гораздо лучше. Танцы это, опять же, танцы из индийского кино и музыку не выкинешь. Почему? Потому что если в Голливуде музыка это какой-то фончик, такой вот, то здесь музыка несет, и танец, он несет смысловую нагрузку в том числе, во-первых. Во-вторых, Ну, вот мне как переводчику скажите, какую такую он несет смысловую нагрузку? эмоциональную. Not salsa, not flamenco, my brother. Do you know? Natu? What is Natu? పొలం గట్టు దుమ్ములోన పోట్ల గిత్త దూకినట్టు పొలేరమ్మ జాతరలో పోతరాజు ఊగినట్టు కిర్రు సెప్పులేసుకొని కర్ర సాము చేసినట్టు మర్రి చెట్టు నీడలోన కుర్ర గుంపు కూడినట్టు ఎర్ర జొన్న రొట్టెలోన మిరప దొక్కు కలిపినట్టు నా పాట చూడు నా పాట చూడు నా పాట చూడు నాటు 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 తీర నాటు 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 పూర నాటు 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 పచ్చి మిరపలాగా పిచ్చనాటు నాటు 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 పిచ్చు కత్తిలాగా వెర్రి నాటు. I've had enough of this nonsense! You two, out! No, Jake, I've had enough of your bullying. Oh, Go! Они же танцы не просто где-то там включают в Позабойнее нужный музыка момент. будет, да? То есть... А нет, эмоция, то есть когда у тебя, я не знаю, ты радуешься за этого персонажа, и тут еще у тебя это добавляется. А сейчас я вам хочу сказать, что российское кино, в том числе и сериалы, начали вставлять песни и танцы. Ну, слава богу, я прям начал это смотреть, думаю, неужели что-то меняется в головах? То есть не абстинентный синдром постоянно у героини или астенический, что там, не колбасит ее от нехватки серотонина, а именно вот песни и танцы. Слушайте, ну когда мы с вами смотрим сериал или там фильм, кстати говоря, а ведь что характерно, это не вчера началось. Мы с вами помним «Самый лучший день». Фильм. Помним, конечно. И мы помним, что это был одна из немногих была картин, когда кинотеатры просили продлить прокат. Кинотеатры так? 3 недели, 4 недели к прокату прошло. Кинотеатр пишет: пожалуйста, оставьте нам еще на неделю этот фильм. Я просто очень люблю «Самый лучший день». И в кавычках в приличном обществе было долгое время неприлично говорить, что тебе нравится этот фильм. Нравится Поэтому вы фильм. мне сейчас сообщаете статистику. Я прям... Мне это бальзам на душу. А тут потому же что... все просто. Я извиняюсь. Тут же все просто. Мы сидим с вами, смотрим кино, в котором там 18 песен, условно, там 10 песен. Да. Нет, каждый из нас там... Ну, там своё пошел уже элемент самопародии в конце. То есть, когда там Антон Долин пишет, ну, это все днище, когда они в конце начинают танцевать это Джимми, ача. А я вижу, что, господи, у людей хорошо с самоиронией. Они прекрасно поняли, что они сняли. Жора Крыжовников, он прекрасно понял, что он снял. А самое главное, и то же самое касается вот этого сериала, сейчас не помню, как он называется, «Нежность», неважно. Важно, что мы с вами сидим, смотрим кино или сериал, и рано или поздно мы получим момент, в котором будут петь нашу любимую песню. И это для нас дополнительное удовольствие, потому что мы будем подпевать. Но это класс, когда там кто-то в какой-то другой интерпретации мою любимую песню поет в фильме. И вот индийцы, они эти песни это то, что потом уходит в народ, и это становится любимыми песнями. Знаете, самый огромный канал, самый большой канал в Ютубе, это какой? Это канал T-Series индийский. Все, что они делают, это выкладывают трейлеры и песни из фильмов. Это самый большой... То есть, у него больше всего подписчиков. Это и есть YouTube, как шутят обычно, да? То есть, это самый большой канал, первый.
по подписчикам и просмотрам канал в Worldwide YouTube. Больше него нет ни у кого ни подписчиков, ни просмотров. Там сотни миллионов. Миллиардов. Ну, миллиарды просмотров, я имею в виду подписчиков. Подписчиков, да. Там, что-то около, там, близко к миллиарду, по-моему. Ну, не к миллиарду, там, к полумиллиарду. Ну, в общем, самый большой. Сейчас не буду врать, самый большой. То есть им YouTube выдает даже не платиновую, а бриллиантовую кнопку. Там непонятно, что там из в этой какого материала ситуации выдают, просто не существует такого больше. И эти песни, а эти же песни, они же тоже не случайно появились. Они же имеют историю свою. Да. Если помните, что когда кино еще было немым, оно было понятно всей Индии, оно объединяло Индию. Когда в кино появился звук, кино перестало нести свою главную цель – объединять индийские народы и освобождать их от колонизаторов. Потому что один говорит на хинди, второй на тамил, третий на телугу. И когда оно было четвертый на каннада, пятый на ария, шестой на еще каком-то. И они в какой-то момент подумали, что единственное, что объединяет все эти народы – это танцы и музыка. Ну, в принципе, индийская танцевальная культура, она действительно более или менее со своими отличиями все-таки однородна. Она однородна даже с пакистанской, не побоюсь этого слова. И ланкийской, и пакистанской. Да. И это кино продолжило объединять Индию и в итоге освободило эту страну. Даже Именно так? Эти танцы. Да, это один из основополагающих факторов объединения всех индийских. Мы же должны найти среди наших народов какую-то общность, чтобы они объединились. Вот я сегодня говорил... Когда Удай Шанкар, они очень часто говорят, что тот же самый Удай Шанкар, он является основоположником индийского кинотанца. И они считают, наши, видимо, очень часто недооценивают этот момент, почему так, условно говоря, чего индийцы так носятся с Удаем Шанкаром, своим индийским танцем. Вы только что пояснили, то есть как раз это тот самый 48-56 год, когда закладывались все эти основы. Его брат Рави тогда как раз закладывал основы общей индийской музыкальной культуры, которую он явил миру. То есть так можно сказать. Можно и так сказать. И возвращаясь к тому, что мы похожи, да, и что кино, в котором есть музыка, которая объединяет народы и государства, это же применимо и к нам. Вот я вначале говорил что это кино, что это ментальный код похож с нами, с русскими у индийцев. Да? Угу. Это вам говорю я, человек, которого зовут Карен по фамилии Мирзаян. Но я, понимая это, я осознанно говорю с нами, с русскими. Я живу в России, это всю жизнь свою, это моя страна, я русский человек, будучи этнически армянином. И мне нравится, и вам, человеку не с фамилией Мирзаян, нравится, скорее всего, где-нибудь будет соприкосновение по музыке. И музыка, да, одна и та же музыка. То есть я обожаю Александра Яковлевича Розенбаума, например, как одного из групп. И вот эта музыка может объединить все народы России и превратить нас всех, наконец, в русских. Это очень Карен, важно. я жду того дня, когда будет не стыдно признаваться, опять-таки в приличном так называемом обществе, что тебе там нравится Розенбаум, что тебе нравятся, условно говоря, какие-то другие певцы, под которых ты тайком, когда никто не видит, включаешь их у себя в машине и именно их слушаешь. Но это же вот здесь, это же не в обществе. Мне было не стыдно признаваться в этом на первом курсе института, мне было 18 лет. И всем 17 Аналогично. Лет. И все мои друзья всю жизнь не понимали, что тебе нравится, почему это тебе нравится. А вот тебе вот это, мне не нравится. Мне то есть это и есть небольшая... То есть то, что вы смогли понять, почему индейцам нравится их кино, во многом коренится в том, что вы на глубинном уровне не отделяете себя от... российской культуры, то есть вы часть, и вы понимаете, откуда вы берете вот эту цельность индийской культуры и переносите ее в вашу внутреннюю цельность русской культуры. Я правильно сказал? Да. И возвращаясь к разговору о том, для чего нужно искусство, счастливее, лучше и так далее, я считаю, что индийское кино, когда мы его, не если, а когда мы его донесем до душ и сердец русского зрителя, оно будет делать, как и раньше. Это же было. Мы же были там. Наши родители ходили, стояли в очереди в кино, и это кино делало их счастливее.
все поменялось ровно одинаково. Поменялись наши дети, стали они, скажем, менее наивными, что ли, чем наши родители, и индийское кино стало менее наивным, чем Зита и Гита. Вот и все. А в остальном мы знаем, что все циклично в этом мире. Поэтому я убежден, что это кино будет делать наших детей, наших людей счастливее. Давайте остановимся на счастливее. И самое главное, что это позволит делать и расти наше кино. И в ближайшее время мы представим проект, который будет интересен, который мы будем делать совместно с индийцами. Прекрасно. Я И долго ждал, докажем. когда начнутся хорошие копродукции, не любительского свойства, а именно профессионала, как вы будете делать. А скажите, пожалуйста, вот сейчас у нас на дворе конец марта. Что сейчас вот предлагается нашим зрителям? Мы тут говорили 23-й, 24-й год, но на дворе 25-й, конец марта 25-го года. Ну вот у нас 28 марта вышел фильм «Мужской». Это тоже мужской фильм. Хотя, Думаете, опять же, взлетит? Ведь девочки поведут смотреть. Или взлетит, думаете? а вот видите как, тут еще есть один нюанс такой. То, что в Индии мужское, там же женщины тоже немножко другие, чем у нас. То есть наши женщины горящую избу супергероев любят. Любят? Ой, любят. Но они сами в горящую еще избу, красивых там таких, коня да, на скаку и прочее. Ну, нет. Вот это то, что... это вот опять же, вот сегодня у нас будет разговор, и один из вопросов у меня заключался в том, что какие вот эти вот гендерные особенности используют Голливуд и Болливуд. И вот если Голливуд показывает женщину, старается, не так, показывает женщину как исключительно самостоятельную единицу там, во всех отношениях, там, независимую, сексуальную, бла-бла-бла, то Болливуд все-таки женщина – это мать, женщина – это любящая жена, это женщина. И у нас такие же. Ну вот у вас вышел мужской фильм. Что это за фильм? О чем он? Сикандар – это когда… Ну, на самом деле, это борьба одного человека против системы, против коррупции. Вечная тема. И который… Герой, который борется с несправедливостью. Он защищает простых людей. Вот если вот так вот сокращенно. Плюс это… Робин Гуд? Современный Робин Гуд. Играет его Салман Хан. Это достаточно известный в Индии актер. Ну, нам нужно время. Нам нужно время, потому что это тоже очень важную роль играет. Простая вещь, что мы же на уровне интуиции что-то, да, выбираем. И когда нам говорят, что вышел фильм с актером под названием Брэд Питт, там, условно говоря, у нас зритель сразу понимает, кто это. Кто-то уже любит. Кто-то просто знает, что он был женат на Анджелине Джоли. У каждого свои какие-то там ассоциации с этим человеком. И он идет. Кто такой Сальман Хан? Пока не знают. Шахрух Хан, хотя это вы-то точно знаете, да, что Шахрух Хан это 3-й или 4-й по гонорарам в мире актер, включая всех голливудских звезд вместе взятых. Вообще, когда начинаешь статистику смотреть по индийскому кино, по актерам индийского кино, реально понимаешь, что, конечно, на этом фронте наши индийские друзья не дорабатывают. То есть, ну, впрочем, в этом мы тоже похожи. У нас великолепное кино, но мы не делаем его известным всему миру. И точно так же индийские коллеги, они не сильно запариваются темой «и ладно». Вы знаете еще, что меня обычно во всяких критиках и комментариях поражает? Когда люди смотрят кино и говорят, ну, так же не бывает. Я обычно отвечаю, ребят, да, ну, это же кино. Если вы хотите, как бывает, смотрите документальное кино. Если вы хотите, как бывает, возьмите камеру, идите, снимайте, что происходит. Но вы пришли в кино, если там тоже будет, как бывает, то это будет грустно,
Да нет, ну понятно, что когда «Мстители» расхреначивают большую часть Нью-Йорка, ну, конечно, так бывает. Его расхреначивают, насколько я помню, в Голливуде, ну, Об этом каждый никто не месяц, думает. это вот Об этом точно. никто Но не это все говорит, смотрят с да. удовольствием. Это все нормально. И вот почему люди... Кино. Волшебный мир кино. Помним эту фразу, Да. наверное, все. Да? Он потому и волшебный, что кино можно характеризовать как одной фразой «что было бы, если». What if, да. What if. Все. Поэтому там мы фантазируем. Вот, например, классная комедия была в прошлом году. Мы до сих пор еще там... Она из-за того, что диалоговая, и мы сильно думаем, но история про то, как девушка беременна сразу от двоих, причем как биологически беременна сразу от двоих, и это так и есть. Понятное дело, что, скорее всего, так не бывает, что точно не бывает, скажем так. Но ведь интересно поразмыслить на тему, а что если? Так это понятно. И все, это смешно, когда два реальных отца этого ребенка там между собой конфликтуют. Да, я помню этот фильм, и вы знаете чудесный. об этой картине. Ну, это, как вы знаете, Плохие новости, всегда смешно читать, когда люди говорят, ну, фильм это же про факты. Я всегда говорю, а фильм «Титаник», конечно же, про то, как «Титаник» налетел на льдину и утонул. Когда говоришь, что это фильм про любовь, первая мысль, значит, для мужской аудитории, пацаны, расходимся. Это не про факты. Ну, кино вообще никакое не про факты вообще. Это так вот, правда, Карен? Или все-таки есть кино, которое все смотрят блокнотиками, там записывают? Ну, вот смотрите, если бы, возвращаясь к фильму «Шрикант», да, если бы мы начали рассказывать реальную, детально историю Шриканта Бола, то в середине мы бы сказали, все, расходимся, потому что, ну, все слишком просто. Если бы, скажем, легенда номер 17 была бы про Харламова, была то... бы про реальность и Харламова, без художественной мысли, без креатива, без вкусностей, которые туда добавляют, чтобы зрителю было интересно, то, может быть, большинство молодых людей даже не узнали бы, кто такой Валерий Харламов. Ну да. Просто люди не пошли бы на этот фильм. Поэтому, конечно, это и есть художественность этой картины. В том, что художник добавляет свое. Мы очень много ведь существует прям вот, как вам сказать, ярких доказательств и ярких сравнений, которые можно, например, на пьесе Роуза «12 разгневанных мужчин». Да? Мы с вами видим пьесу «12 разгневанных мужчин», американский фильм «12 разгневанных мужчин» и фильм Никиты Сергеевича «12». Вроде бы это одно и то же, но это не одно и то же. Да нет, но это как и с экранизациями. Каждый художник написал эту картину по-своему. Он так видит. Все. И нигде из этого нету фактов. Но если бы это было бы основано на фактах, тогда мы вообще должны забыть про, не знаю, русскую классику. Но ведь не было же, наверное, не лежал, да? Болконский под деревом. Не лежал, и Обломова не было. Ну, да никого из них не было. Никого не это было. О чем мы говорим? Какой Онегин? Не было никакого Евгения Онегина. Да и вообще ничего не было. Когда мой знакомый, ссылок в интернете нет, значит, не было. Ну да, если искусственный интеллект не находит, значит, не было. Не было, все. Но. Поэтому кино это как раз и есть про то, что не было. Другой вопрос, что когда у тебя, как и в литературе, когда у тебя ты не подаешь это как фантазию и как фантастику, а ты подаешь это как драму человеческую, либо как какую-то там поучительную историю, какую угодно, стереотипичную историю, но когда у тебя герой очень далеко от реального такого же персонажа уходит, возвращаясь к сотруднику, кассиру банка, который в двухэтажной квартире живет, тут уже это зрителю непонятно становится, тут тоже перегибать нельзя, да, потому что если, ну вот я, скажем, дистрибутирую кино, и я пришел, и у меня там в зале, на экране человек, который там кинопродюсер, он летает, у него крылья есть. Ну, а мне не говорят, что это фэнтези, мне говорят, что это кино, пожалуйста.
Конечно, мне Еще и становится друзья непонятно. спрашивают, а ты что не летишь? А ты что, не, а я сам себя спрашиваю, а я, может, не тем А я занимаюсь. кто? Я Кто вообще тогда, кто? да. Это уже другое, это перейти в другую сторону, так тоже нельзя. Ну, вот тут должна быть вот эта вот, должна быть золотая середина, золотое сечение, вот это самое. Карен, огромное вам спасибо за то, что вы сегодня согласились прийти к нам в студию. По-моему, у нас с вами получилась чудеснейшая, насыщеннейшая беседа. И я желаю успеха вашим премьерам вот в этом году. И надеюсь, что мы еще много чего интересного увидим индийского на наших экранах. Спасибо вам большое за то, что вы делаете, за вот эти подкасты. Ну и еще раз низкий поклон вам за вашу лингвистическую школу, за ваши переводы, потому что это действительно очень круто. Спасибо вам огромное. Спасибо.